Всем привет! В этом уроке я проведу вам небольшой мастер-класс по VS Code, нашему редактору кода. Все, что нужно для этого знать, это полезные нам расширения VS Code, а также полезные нам команды. Ссылки на все расширения приложены в описании к уроку, и нужно просто по ним перейти и установить их. Далее в уроках про эти расширения будет сказано больше именно в тех местах, где мы их используем. То есть, например, там в уроке про Git будет немножко рассказано про расширение GitLens, в уроке про ESLint, соответственно, про ESLint и про прочие точно так же, поэтому в рамках этого урока смысла о них говорить отдельно нет. Просто можете, опять же, чтобы потом не отвлекаться, пройти по всем ссылкам и установить все эти расширения. А вот на команды надо посмотреть вживую. Давайте перейдем в VS Code, и я открою один из файлов нашего проекта и буду показывать команды на его примере. Во-первых, самое важное, что вам нужно знать, то что есть в менюшке поле View, и здесь есть пункт меню Command Palette. И здесь вы можете подсмотреть горячую клавишу вашу в VS Code. Она может отличаться от моей. Я когда-то пользовался WebStorm, и, соответственно, мне было удобнее переехать на VS Code с моими старыми горячими клавишами, и поэтому я себе установил вот это вот расширение, которое поменяло мои горячие клавиши на другие, которые удобны мне. Поэтому вам надо подглядеть, какая кнопка здесь у вас. И, возможно, вас эта кнопка не устроит, и вы вообще захотите ее поменять. Тогда вам нужно будет пойти вот сюда в настройки и выбрать Keyboard Shortcuts и поменять любые горячие клавиши на любые удобные вам индивидуально. Самое главное запомнить, в общем, эту горячую клавишу. У меня Shift-Shift. Когда вы на нее нажимаете, у вас выдвигается вот такая панель, и здесь вы можете искать по всем возможным командам VS Code. Ну вот давайте приступим. Все, запомнили, да, эту горячую клавишу, и в дальнейшем нужно, чтобы посмотреть команду, вызывать ее. Представим, что у нас в файле какое-то корявое форматирование, какие-то пробелы лишние, тут какие-то пробелы лишние, здесь вот что-то такое, да, и чтобы не ходить руками это все не восстанавливать, вызываем команду. Так, вот я вызвал Command Palette, вот эту самую, да, мы уже ее посмотрели. Опс. View, Command Palette, да, Shift-Shift. И пишем формат документ. И вот вы можете видеть здесь нужную вам горячую клавишу. Вызываете, и документ отформатировался. Список всех этих команд есть. Вам нужно просто запомнить горячие клавиши, применять их, и потом они у вас запомнятся и будут вылетать на автомате. Следующая очень полезная команда — это Toggle Line Comment. Она позволяет сделать следующее. Закомментировать или раскомментировать строку. Очень удобно. Вводим Toggle Line Comment. Вот. У меня это Command и Backslash. Хорошо. Следующая команда — это Go to Definition. Так, ищем Go to Definition. Она позволяет перейти в место объявления той или иной переменной. Ну вот, например, есть некоторый step submitting error. Нажали на горячую клавишу и попали сюда. Также есть такой вариант. Вы можете быть здесь и зажать Command или какую-то похожую на нее кнопку и кликнуть по этому самому Submitting Error, и вы попадете сюда. Также это и работает обратно. Если вы вместе объявления кликните по этому значению, вы сможете посмотреть все места, где оно используется. Хорошо. И команда Go to Reference, но она работает схожим образом. Go to References. Вот, и она показывает вот это. То есть, обычно на практике удобнее как? Вам надо посмотреть, где она используется, вы кликаете по ней, находите место, где она объявлена, и кликаете по ней, и тогда вы видите референсы. Хорошо. Потом, Go to File. Когда у вас много файлов, не всегда удобно идти и по папкам их разбирать. Поэтому вызываете команду Go to File. У меня это Command-Shift-O. И здесь можете начать вводить какое-то слово. Вот у меня есть layout, я знаю. И он показывает все файлы, которые как-то на эту строку похожи. Причем сначала более точные совпадения, потом менее точные. Если нажимаете Enter, попадаете в нужный файл. Хорошо.
Так, потом поиск по файлам. Это команда search. Replace in files тоже очень нужна, вот, но обратимся к find in files. И все, и здесь вы можете ввести любую строку и выполнится поиск по абсолютно всем файлам. Все, вы видите, где оно было использовано, можете кликать и переходить. Соответственно, если вам нужно что-то заменить во всех файлах, то это будет не go to, а search, replace in files. Вот. И появляется здесь дополнительная строчка, где вы можете показать, на что вы хотите заменить, и увидеть предстоящие изменения. Вот он вам прям показывает, как было и как станет. Хорошо. Потом вам может такое пригодиться, когда вы, например, я не знаю, импортировали много файлов, и вам нужно все значения в них переименовать в большую или маленькую букву. Вот так вот сложно объяснить, когда это может понадобиться, но когда понадобится, вы об этом вспомните. Вот вы выделяете, вы хотите, чтобы А и Б стали маленькими. Ну, зачем-то вам это надо, однажды пригодится. Вот, есть команды uppercase, transform to uppercase — это верхний регистр, то есть, наоборот, маленькие превратить в большие. Можно взять transform to lowercase, она превратится в маленькие. Вот. И вообще можно поиграться с трансформами, там есть разные. Можно превратить в snack case. Вот. Это может пригодиться, особенно когда вы массово редактируете какие-то строки. Хорошо. Опять же, чтобы массово редактировать, нужно посмотреть там на клавиатуре. Вот у меня через Option. Я нажимаю сюда курсор, и могу поставить где угодно курсор и одновременно везде писать какой-то текст. Если вы хотите просто выделить много строк, можно нажать Option и Shift и просто вот так вот ввести и выделять, ну, вот скажем, вот в таком формате. И тоже выставить везде курсор и написать что-то где угодно. Хорошо. Так, потом. Бывает такое, то, что вам нужно все-таки посмотреть файл в папке, а у вас открыта уже и так куча файлов, и вот вы находитесь в этом файле и не понимаете, где он вообще у вас в этом дереве. Вот тогда есть команда file, reveal, active file in Explorer View. Раз, и он вам здесь покажет, где находится этот файл. Хорошо. Потом вы, например, ну, вот ходили по файлам, решили посмотреть, где используется этот road, попали вот сюда, здесь что-то там изменили, и теперь вы хотите вернуться туда, где вы только что были, и у вас здесь куча вкладок, и вы не можете разобраться, как туда попасть. Для этого есть команда go back. Опять же говорю, запоминаем горячие клавиши, которые вы видите вот здесь. И все эти команды еще раз прописаны именно в описании к уроку. Нажали Go Back, попали сюда. Нажали Go Back сюда, сюда. И вот вы можете как бы по всей истории ваших перемещений передвигаться. И точно так же можно передвигаться в обратную сторону. Горячая клавиша будет обратная. То есть там, скорее всего, стрелочка в какую-то другую сторону. Go forward. Вот. Command Option вправо и так далее. И вот так вот вы перемещаетесь. Хорошо. Потом, например, возможно, вы возьмете и захотите переименовать везде название этого роута. Вызываете команду rename symbol. Rename symbol. И у вас появляется такое окно. Пишите 1, 2, 3, и вот вы можете посмотреть, что это во всех файлах переименовалось. Оно правильно импортируется, и оно правильно называется. Вот тоже очень удобно. Но нам это не надо в рамках этого файла. Хорошо. Так, и еще полезная команда — это дублирование строки. Она называется copy line down. И выполняется таким образом. В принципе, это все самое основное, что я лично использую при работе с VS Code, и этого достаточно, чтобы разрабатывать очень быстро. Если я вспомню или обнаружу еще какие-то часто используемые полезные горячие клавиши, я добавлю их в описание к этому уроку. А пока что на этом все. Наслаждайтесь вашим редактором кода и программируйте в нем быстро и с удовольствием. Хорошо, всем спасибо, до скорого.